История крушения судна Гриша Акопян. Судно Гриша Акопян – грузовой теплоход, построенный в ГДР в порту города Росток в 1969 году. Двухпалубное судно с надстройкой, с наклонным ледокольным носом и крейсерской кормой. Судно, предназначенное для перевозки генеральных грузов. Район плавания для судна был неограниченный. Дальность плавания – 6000–8000 миль. Длина судна 106 метров, ширина 16 метров, высота борта 8 метров. Экипаж состоял из 34 человек. В начале 70-х годов прошлого века, в разгаре Американо-Вьетнамской войны, СССР оказывал коммунистическому Вьетнаму союзническую помощь. 9 мая 1972 года в порт Хайфон прибыл теплоход Гриша Акопян с генеральным грузом для Вьетнама. В ту же ночь была произведена быстрая разгрузка теплохода, так как днем были постоянные авианалеты американцами на Хайфон, они проводились с регулярной периодичностью, в одно и то же время 3 раза в день. Ночью 10 мая судно Гриша Акопян должен был следовать под погрузку углем в порт Камфа, это 6 часов хода от порта Хайфона. 10 мая был первый налет американцами в 9 утра, но погрузка груза продолжалась углем полным ходом, большая часть груза была уже на судне. В 16 часов 55 минут вечера объявили уже 3-ю по счету воздушную тревогу, экипаж спешил в укрытие. В это время в каюте капитана по служебным делам находилось 7 вьетнамских чиновников, которых сопровождал боцман Юрий Зотов. Истребители-бомбардировщики США F-4 начали бомбардировку. В 17 часов 05 минут. От звена американских истребителей отделяется один самолет и в ходе захода на вираж сбрасывает на теплоход тяжелую фугасную бомбу весом 250 килограммов. Спустя минуту вблизи судна со стороны моря разрываются еще 3 фугасные бомбы. На судне погас свет, автоматически взвыл ревун, аварийная сигнализация. В момент взрыва боцман Зотов инстинктивно или осознанно прикрыл членов вьетнамской делегации собой, и они остались живы, но боцман получил множественные осколочные ранения, которые оказались смертельными. Кроме него еще были ранены 7 членов экипажа. С 17 часов 10 минут по 19 часов 25 минут. В ходе налетов судно засыпали противотанковыми термитными бомбами, на судне вспыхнул пожар. Капитан Николай Пухов был ранен в обе ноги, но возвратился на мостик и организовал работы по спасению судна. В штурманской радиорубке полыхал огонь, но аварийную радиограмму все же передать успели. Всем, кто меня слышит, передайте Владивостоку. Теплоход Гриша Акопян подвергается бомбардировке в порту Кампа. На судне сильные повреждения, поврежден правый борт и пожар, перебиты пожарные магистрали, капитан ранен. Горит радиорубка, вынужден покинуть помещение. Такую радиограмму дал в открытый эфир 10 мая 1972 года радист судна Юрий Неунылов. Несмотря на тот факт, что благодаря этому СОС-сообщению о трагедии узнал весь мир, советская пресса обошла ее стороной. Только короткое сообщение ТАСС известило, что во вьетнамском порту погиб боцман Зотов. А вот при каких обстоятельствах ни слова. Судовой медик Галина Демидова действовала вместе с девушками-членами экипажа, оказывали первую помощь раненым. Команда судна героически боролась с огнем. Раненый в руку матрос Виктор Коробко пробился в задымленную каюту Старпома и вынес паспорта моряков. В 19 часов 30 минут на судне от пожара началась рваться пиротехника, огонь уже не утихал, и дошел до верхней надстройки и до топливных баков. Капитан дал команду покинуть борт судна, с пожаром продолжали бороться вьетнамские пограничники и пожарные. 12 мая утром пожар был потушен, сгорели все личные вещи моряков судна Гриши Акопян. Так как порты Вьетнама были заминированы, американцы дали срок 3 дня, чтобы все суда покинули Вьетнам. После этого срока мины должны были привести в действие.
Таким образом, американцы дали возможность уйти из Вьетнама советским судам. Через несколько дней экипаж судна Гриши Акопяна доставлен во Владивосток на теплоходе Переславль-Залесский. 32-летний боцман Юрий Зотов, чья жизнь была возложена на дипломатический межгосударственный алтарь, станет кавалером Вьетнамского ордена Труда первой степени посмертно. Советское государство на награду, да хотя бы медаль за отвагу на пожаре, для героя поскупилось, но присвоит его имя сухогрузу с малопонятным названием «Мангугай» путем перекрашивания бортов. Но плавать судно боцман Зотов будет недолго. В 1984 году его спишут и порежут на металлолом в Японии. В апреле 1972 года от бомб и осколков во Вьетнаме пострадали суда «Симферополь» и «Борис Лавренев». В мае – Певек и Гриша Акопян. С 22 по 30 мая 1972 года в Москве состоялась долгожданная встреча Брежнева с Ричардом Никсоном, президентом США. Она пройдет с оглушительным успехом. Стороны подпишут договор об ограничении систем противоракетной обороны ОС-1 и временное соглашение в области ограничения стратегических наступательных вооружений. Саммит придаст советско-американским отношениям новый импульс и активизирует сотрудничество в области освоения космоса, науки и культуры.